Добрый день, дорогие друзья! Я вернулся к вам с новой реакцией. И перед началом я хочу вам кое-что сказать. Как вы знаете, я уже месяц рекламирую VPN и буду продолжать делать это, потому что VPN для россиян это сейчас, на данный момент, нужная вещь. Поэтому переходите по моей ссылке в Telegram-бот. И этот VPN очень дешевый, ребята, он недорогой. Поэтому советую покупать, если вам вдруг нужен VPN. И если вы не знаете, как и что, там есть видео, как все это делается. И вот тут будет видео проигрываться, как это все делается, если вам вдруг нужно будет, да. И давайте же начнем. Я быстро расскажу одну историю. Случилось такое совпадение. Я уже планировал сделать реакцию на этого артиста, которого зовут Dimash. Is it Dimash or Dimash? Я пару раз видел его имя в комментариях, и я никогда ничего о нем не слышал. В прошлый месяц я был с друзьями в Калифорнии на Ханнингтон-Бич. И когда мы гуляли, какой-то человек просто дал мне эту карточку, сказав, чтобы я послушал этого певца. И как вы думаете, кто у нас тут? Ну давай же, сфокусируйся. Твоя следующая кроличья нора. Ну мы посмотрим. Те люди на пляже, которые раздавали эти карточки, я не знаю, кем они были, его очень преданными фанатами, либо какой-то командой, но у них там была целая как бы база, где они были с колонками и ставили его музыку. И судя по вашим комментариям, у него безумный вокальный диапазон, и он поет между классическим и попсовым жанрами. Ну и давайте же начнем. Обладатель Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015» Димаш Кудайберген, Казахстан. Is that Russian? Je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Tant de rien en détresse, j'ai mûri cœur sur toi. Воу, это было чисто. Qui m'attire, voler. Jesus! Hold up. Что за азиатский Адам Ламберт? Давайте по-новому. Qui m'attire, voler. Ребята, вы меня словили. Okay. Давно я не слышал такой вокал. И мы даже не послушали половину этой песни. Значит, в этом вокале есть такая техника, которая называется пение на разговорном уровне. И это я изучал. Ну, возможно, Димаш не изучал именно это направление. Но я 100% уверен, что у него фундамент бельканто, и
Возможно, у него есть опыт в музыкальном театре? По крайней мере, я так думаю. И, возможно, я ошибаюсь. Здесь он рассказывает о том, как он узнал о том, что у Димаша есть прошлое с бельканто. То есть он поет расслабленно, и его шея не напряжена. А где же я увидел подсказки о том, что у него прошлое с музыкальным театром? avec les condescendés. J'ai comme deux zombies, tu me t'abacotes. Je sens quelque chose qui m'attire. Итак, прямо здесь, вы слышали, насколько драматично он звучит? Из-за всех этих маленьких вдохов и выдохов. И из-за всех этих цветов, которые есть в его голосе. Именно из-за этих качеств я подумал, что у него есть прошлое в музыкальном театре. Возможно, я ошибаюсь, поправьте меня, если это так. Итак, послушайте концовку каждого предложения, когда он поет. Посмотрим, услышите ли вы. Je te jure qu'au fond de la vie, avec les condescendés, j'ai comme deux zombies, tu me t'abacotes, je sens quelque chose. Вы слышали вот это в конце каждого предложения? Или этот маленький перелом, или плач, который он добавляет? И это именно то, что делают в музыкальном театре. И вот особенно следующая часть. Qui m'attire, voilà. Он постепенно все больше и больше склоняется к звуку. И если говорить музыкальными терминами, мы называем это из яркого звука к темному звуку. Qui m'attire, voilà. Da-da-da, da-da-da. Я, конечно, преувеличил, но все эти цвета и все эти текстуры в его голосе, которые он использует, такое обычно делают в музыкальных театрах. Потому что если говорить про ноты, то это были те же самые ноты. Но именно то, как он поет эти ноты, заставляет нас чувствовать разные вещи. Окей, давайте продолжим. J'ai comme deux zombies, tu me t'abacotes, je sens quelque chose qui m'attire, voilà. Oh, the two. Jeez. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? J'y crois comme elle est rose. Elle était notre romance. Oh my God!
Мне нужна будет секунда, чтобы я подумал о том, что я скажу. Ну, вы же знаете, что я должен, как ботаник, заговорить об этом белтинге. Я не могу не поговорить об этом, понимаете? qui m'attire, voler. Значит, этот очень уплотненный белтинг — это очень такой уникальный регистр, доступ к которому есть не у многих. Единственный современный певец, который использует это, о котором я могу прям так сразу вспомнить, это Адам Ламберт. Значит, белтинг Димаша — это не то, что мы слышим в 99% случаях, когда певец берет такие высокие ноты. Именно этот белтинг, который делает Димаш, это намного сложнее сделать, чем фальцет или разделенный головной голос. Или приподнятый грудной голос. Или даже очень сильный микстовый головной голос. И это были все текстуры, которые мы обычно слышим, да? Но то, что делает Димаш, это совсем другое. Я не смогу достаточно сильно подчеркнуть то, насколько больше умения нужно для того, чтобы сделать такое. Очень мало певцов умеет такое делать. Это фа диез. Но вы посмотрите на форму его рта. Он очень широк и открыт. А теперь давайте послушаем эту часть. Это та же самая нота. А теперь посмотрите на форму его рта. Он более узок, и он использует больше воздуха. И теперь очевидно, что его белтинг — это как бы его способ показать, на что способен его голос. А также этим он показывает нам, что он может брать одни и те же ноты разными способами, разными текстурами. Ой, ну хорошо. Ну как бы, что мне еще сказать? Мне очень нравится такое слышать, потому что нынче никто так не поет. Особенно певцы. Я очень рад, что я послушал эту песню. Спасибо всем, кто советовал мне Димаша. И спасибо тому, кто дал мне эту карточку. Но знаете, это было очень такое безумное совпадение для меня, чтобы начать прослушивание Димаша. И если вы хотите, чтобы он послушал определенную песню Димаша, пожалуйста, напишите у него видео в комментарии, потому что это его первая и единственная реакция на Димаша на данный момент. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока.